Всем привет-привет! И сегодня я отправляюсь по своим вопросам, делам на прогулку. И на Комаровку, скорее всего, заеду. Но зато очень свежо, тепло, хорошо, мне нравится. Что-нибудь увижу хорошее, интересное, поснимаю. Хочу посмотреть, что сейчас там цены какие на фрукты, на овощи. Что-то себе, наверное, куплю там. Приятного всем просмотра! Вот, приехала на Комаровку. Сейчас посмотрю, что здесь есть интересного, что-нибудь вам сниму. Ну что, пошли вперед, погуляем, посмотрим. Это главная такая площадь перед Комаровским рынком. А добраться можно, если нет своего транспорта. Добраться можно, здесь хорошо развито транспортное сообщение, метро, станция метро Якуба Колоса, либо ходят трамваи, автобусы и троллейбусы. Поэтому добраться здесь на Комаровский рынок не проблема. И, как правило, прежде чем все заходят на Комаровский рынок, и взрослые дети любят пройтись вот по этой площади и сфотографироваться с этими замечательными такими вот скульптурами, которые именно уже и олицетворяют то, что вы приехали на такой колхозный сезонный рынок. Их здесь два. Один вот крытый рынок, вы видите его сейчас на своих экранах, а второй будет просто вот на улице. Я постараюсь зайти и туда, и туда. По возможности я буду показывать цены, по возможности буду показывать что-то и рассказывать, но по минимуму в основном буду вам показывать, поэтому вы все сами увидите наглядно. Ну и вот тоже я не преминула подойти к своему, так сказать, теперь коллеге-фотографу. Вот, никогда и не думала, что буду в этом же статусе, хотя и раньше любила просто фотографировать. Так что вот такая она красивая, эта площадь Комаровская. Ну и не могу, конечно, не подойти к нашей кормилице, корове. Вот если бы я жила в своем доме, ну вот в деревне имеется в виду, я обязательно бы держала корову и козу, и еще кур. Это вот я давно об этом думала, что вот эти животные у меня бы были обязательно, потому что я очень сильно люблю молочные продукты. И без них никуда. Ну, вот так вот выглядит Комаровский рынок. Это закрытый. Здесь олицетворяет вход в этот рынок бабушка, продающая семечки. Вот у нее такой мешок, как раньше вот были в советские времена, я сама помню, возле магазинов сидели бабушки, нажарят много семечек и стаканами продавали. Вот помню точно, что какой-то из них стоил 10 копеек. Семечки были большие, вкусные, купишь, в карман тебе насыпят и пошел. Вот такая скульптура олицетворяет именно Комаровский рынок. И воробушки на плече у нее сидят, тоже просят семечек. А вот это открытый рынок. Это павильоны разные, здесь магазинчики такие, продают кофе, чай, специи, там пакеты разные, одноразовую посуду, ну и много всего такого. И вот теперь я уже потихонечку буду прогуливаться, так сказать, не сильно буду мешать продавцам и посетителям, буду вести так вот аккуратно съемку, чтобы никому не мешать, потому что знаю, что не всегда это людям нравится. Достаточно большой уже выбор, вижу, арбузов, дынь продают. Ну и сама не ожидала,
Я не так часто бываю здесь на Комаровском рынке, можно сказать, редко. Больше пользуюсь возле дома, вот в каких-то в шаговой доступности магазинами, потому что не всегда здесь и выбираешься на рынок. Но тем не менее увидела, что людей мне просто очень много. Даже я не ожидала, что вот именно столько будет людей. Да, сегодня выходной день, вот столько достаточно много. Вот вижу весы контрольного взвешивания. Это для тех, кто хочет перепроверить, не обманул ли его продавец. Да, такие случаи, конечно, бывают. Не знаю, как сейчас. Но раньше тоже так вот это не помешают, такие весы. Вот голубика, еще есть черешня, малина. В общем, как бы все есть. Поэтому я не буду сильно мешать вашему просмотру, а буду вам показывать. Кому будет интересно посмотреть, пожалуйста, оставайтесь и продолжайте дальше, потому что здесь много чего интересного вы увидите. Это такой, можно сказать, вот местный колорит. И сходить на Комаровку, это да, такой вот слегка, можно сказать, азарт. Выбор, конечно, большой, больше там порой бывает, чем в магазинах, но тут кому что нравится, кто любит вот такое походить, посмотреть, прицениться, поторговаться. Да, это рынок вот именно для таких людей. А здесь вот такие ряды, где люди уже не так вот как бы массово продают фрукты, овощи, а уже где-то иногда что-то вырастили сами и стараются вот продать. Вот уже лисички появились. Кстати, я их очень люблю. Особенно, когда их пожаришь, такой аромат всегда идет с бульбой, вот с картошкой. Такая вкуснота. Завязывать. А вот это я уже перешла в крытый рынок и хочу немножко здесь посмотреть. Вот он очень большой, такая большая крыша, занимает большую площадь. Здесь в основном продают мясные продукты свежие. Здесь продается очень много колбас, сыров, выпечка. На верхнем этаже, вот там, где именно сейчас я нахожусь, там в основном идут такие павильоны от каких-нибудь производств. То есть мясные там вот фабрики наши, кондитерская. И вот там, в общем, где вы хотите, там вы и покупаете, ходите, выбираете то, что вам уже нравится, к чему-то вы привыкли, что-то в первый раз берете. В общем, достаточно большой очень выбор. Вот, стараюсь вам показать, как много все-таки вот вкусных продуктов у нас выпускают. Потому люди вот приходят и на рынке, и в магазине, и все вот, по крайней мере, очень многие, вот с тем, с кем я разговариваю, общаемся, мы свои продукты очень любим. Они на самом деле очень стараются их качественно делать. Вкусно, вот вкусно. Что ветчину возьмешь, что колбаску, что вот сало, сальсисон. Вот на любой вкус, кто что любит, тот то и покупает.
Коммунарка, Спартак, вот это наши кондитерские фабрики, шоколадные конфеты разные делают. Тоже вот выбор огромный. Вот посмотрите, какой он большой. А сыров сейчас какой большой выбор разных. Вот. И я очень люблю вот как с вкусом топленого молока. Вот сыр, который я делаю сама, это такой творожный десерт. Вот к чаю, кофе у меня вот есть, он на канале. С удовольствием его вот периодически делаю. И в магазинах такой огромный стал выбор. Просто заходишь, на самом деле глаза разбегаются. Есть вот такая хорошая сейчас, вот я смотрю, тенденция, что все больше и больше это стали вот так вот развивать. То есть у людей вот хороший вырабатывает вот эти вот вкусовые такие ассоциации. То есть выбор и взгляду приятно посмотреть, да, и на вкус он приятный. И уже каждый, конечно, на свой кошелек, возможность покупает то, что ему нравится. Вяленую, копченую, вареную, полукопченую. Вот вы держите эту Это? пачку. Не рядом. Вот это вяленая, Вяленая. медовая. Вот Давай это через медовая, сырокопченая. Вот это старое. Ну, они маленькие делают. Смотрите, 6,88. 6,88. Да, конечно, на рынок голодному ходить не стоит, потому что идешь за одним и, как всегда, купишь всего покушать. Вкусно хочется в тот момент вообще и то сразу все покупаешь. Думаю, таких, как я, достаточно много людей. Попадая на рынке, в магазине, иногда покупаешь и лишнее. Ну, в этом тоже, наверное, что-то есть. Маркетинг, торговля. Какая хорошая жена. Идемте на шашлыки? Если пригласят. Вот это топленое масло продают, вижу. А вот сейчас, друзья, вот обратите внимание, видите, вот фирма Ляховичок. И я купила сливки, вот там вижу 20%, мне кажется, у меня было 18, а может быть 20, но точно было не 10. Я просто даже не ожидала, что получится такой вкусный десерт. Рецепт я чуть позже вам покажу, вот я из них делала вкусный десерт. Но удивительно, мне очень понравился. Такой прям десерт был вкусный, такой вот сливочный.
Поэтому вот кто заинтересуется, обратите внимание, потому что я об этом тоже вот не знала, так сказать. Вот они у меня пока тоже вошли в такой мой топ молочных продуктов. Понравилось. И вот наша сгущенка. Глубокая, рогачевская. Тоже я очень люблю разные. Вот когда выпекаю какие-то тортики, либо крем мне нужен, с удовольствием беру. Всегда очень вкусные и хорошего качества. Я никогда не пробовала любанских сыров. Вот все время брала, знаете, вот эти брестские, высокая, а вот любанские не брала. Они отличаются вот сильно? Уважаемые коллеги и партнеры, А какие? Всероссийский Комаровский рынок сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником. Это какой? Это типа пармезана, да? Искренне поздравления и благодарность. А, это кружаны. Желаем вам успехов, Ну, это только если куда-то натирать. удовлетворения и радости от работы. И, конечно, Словила себя на мысли, что все снимаю: сыр, колбасы и сало. Наверное, уже мне очень хочется кушать. Что-то не могу отойти от этих прилавков. Такой аромат идет вот этих специй, копчености. Ну просто невозможно оторваться. А у вас сало? Смотрите, какая красавица. Я не знаю. Ну что, рассказывайте, как дела у нас? У меня хорошо. Как у вас торговля? Такая зелень у вас шикарная. А рукола такая. Почем у вас рукола вообще? 2,50 рублей. Красота. А салат? 15. Запишите. Я сказала тебе. Вообще, ну у вас прям так вот выложено красиво, эстетично. Я не могла не снять эту красоту. Хорошей продажи вам, девушки. Ну прям такая красота. Ну и как пройти мимо разносолов? Всегда тоже идет такой аромат. Сейчас я чуточку сниму. Вот чесночок моченый, такой вкусный. Думаю, многие его любят. Огурцы малосольные, капуста разная. Так что все есть.
И немножко прогуляюсь, сейчас посмотрю, что там уже по овощам, какие цены на картошку, на нашу бульбу. Здесь такой тоже вот рядом, сейчас чуть дальше я потом пройдусь, это где люди уже продают со своих грядок. Вот это вот эти вот ряды, там в основном приезжают вот люди, которые выращивают сами в небольших количествах и продают. Поэтому каждый человек может себе выбрать вот либо тот, кто выращивает сам, либо уже так более масштабно производство уже налажено. А эти зеленые семечки? Да. Так как я большой любитель цветов, я, если уже приезжаю на Комаровку, всегда прохожу вот мимо этих рядов с цветами. Иногда что-то и покупала, иногда просто посмотреть. Вот такая, представляете, красота. Улыбаться? Красота. А как это называется? Не помню, это жена все знает. Слушайте, ну так оригинально, прям нежность, прелесть какая. Ну, хорошей продажи вам удачной. Спасибо. Не видела ни разу такого. Это для букетов ставится. Да, так я понимаю, что, наверное, как сухоцвет, да? Очень красиво. Но я такое еще не видела, очень красиво. И вот красиво очень. Какая красота. Это сухоцветы получается, да, девушка? Ну да, это скумпия. Как называется? Скумпия. Приборное дерево. Я никогда не видела. Какая красота. И сколько у вас такая ветка? Да. Она что, потом не осыпается? Нет, как сухоцветы стоит. Только листья нужно выпущать. Ну вот это те ряды, про которые я говорила, что люди на своих небольших приусадебных участках выращивают и тут продают свою продукцию. Сейчас выйдем.
А вот это, друзья, здесь на открытом рынке есть такие павильоны, магазины, фирменные магазины от белорусских предприятий. Слодыч там много. И вот здесь можно всегда уже вот в этих фирменных магазинах купить тоже хорошую свежую продукцию. Поэтому выбор, вы сами увидели, предостаточный. Ну что, вот, дорогие друзья, моя уже, так сказать, экскурсия по Комаровскому рынку сегодня подходит к своему концу. И вот не зря я показываю вам возле Комаровского рынка так много голубей, всем мира, добра, добро пожаловать в Минск, Беларусь, на Комаровский рынок и не только. За хорошими продуктами вкусными и просто за хорошими впечатлениями. И все нам это дают благодаря вот не только труду человека, но благодаря и животным.